Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог, и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях восстановить структуру поврежденных волос, как усилить рост волос, как сделать волосы плотными и блестящими. Маска в своем составе имеет простые доступные ингредиенты. Первый, самый основной компонент сегодняшней маски – это пищевая сода. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску один раз в неделю. Эта маска также подходит для нанесения на окрашенные волосы. Она не смывает оттенок. Маска подходит для всех типов волос. Особое воздействие оказывает на поврежденные волосы, которые имеют секущиеся кончики. Делайте эту маску регулярно, и ваши волосы будут выглядеть здоровыми. Для достижения наилучшего эффекта делайте эту маску регулярно. Наносите эту маску на сухие волосы перед мытьем волос примерно за 40 минут. Эта маска отлично заменит использование кондиционеров и ополаскивателей. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски для активного роста волос нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Нам понадобится пищевая сода. Сода отлично смягчает кожу, хорошо стимулирует работу волосяных луковиц, идеально подходит для ухода за проблемными волосами. Нужно взять 1 чайную ложку пищевой соды. Следующий компонент для этой маски нам понадобится бальзам или ополаскиватель для волос. Можно использовать абсолютно любой ополаскиватель. Я использую кондиционер от Herbin Essences. Нужно взять 1 чайную ложку бальзама либо кондиционера. Тщательно смешайте все компоненты. Обязательно соблюдайте не только рецептуру маски, но и порядок добавления каждого компонента. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу головы и на ваши волосы. Тщательно взбейте эти компоненты. На этом этапе маска для волос должна иметь вот такую плотную консистенцию. В зависимости от того, какой густоты кондиционер или ополаскиватель вы используете, будет зависеть и консистенция маски на этом этапе. Кстати, все свои рецепты домашних масок я показываю вам в реальном режиме времени. Достаточно 7 или 8 минут для того, чтобы в домашних условиях приготовить качественное домашнее уходовое средство. Следующий ингредиент для этой уникальной маски для волос нам понадобится оливковое масло, либо масло авокадо. Можно также использовать и масло подсолнечника. Все эти масла обладают большим количеством увлажняющих компонентов и витамина группы В. Нужно взять 1 чайную ложку масла оливкового, масла авокадо или масла подсолнечника. Также тщательно смешайте все компоненты до получения однородной приятной консистенции. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится репейное масло. Репейное масло хорошо уплотняет структуру волос, также делает чешуйки волос очень плотными и очень хорошо прилегающими друг к другу. Репейное масло можно использовать как в чистом виде, так и с различными добавками. Можно использовать репейное масло с лепестками роз, с витамином С и другими добавками. Нужно взять также 1 чайную ложку репейного масла. И также тщательно взбейте все компоненты. В зависимости от длины и густоты волос, количество маски вы можете увеличить. То количество маски, которое я сегодня приготовила вместе с вами, достаточно для ухода за волосами средней длины. Наносите маску для волос на сухие волосы перед мытьем волос. Наносите равномерно, распределяя также по всей длине волос. Не втирайте эту маску в кожу головы. Наносите только лишь по длине волос. В зависимости от длины волос вотрите этот состав маски в кончике волос.
Наносите домашнюю маску на сухие волосы. Перед нанесением обязательно прочешите свои волосы, аккуратно продвигаясь от кончиков волос к корням волос, независимо от длины ваших волос. Если вы используете в домашнем уходе различные укладочные средства, муссы, пенки, либо лаки для волос, то перед нанесением домашней маски промойте свои волосы обычным шампунем, легко просушите свои волосы, прочешите и затем только приступайте к нанесению домашней маски. Промокните свои волосы в домашнюю маску, начиная с кончиков волос. Затем легкими втирающими движениями, постепенно продвигаясь к корням волос. Не наносите домашние маски на кожу головы. Сегодняшняя маска отлично укрепляет структуру волос, уплотняет чешуйки волос, усиливает их прилегание друг к другу, тем самым увеличивает блеск волос и предотвращает появление секущихся кончиков. Сегодняшнюю маску наносите аккуратными вбивающими движениями, постепенно продвигаясь к корням волос. В момент нанесения домашних масок не используйте расчески даже с самыми крупными зубьями. Влажный и мокрый волос очень слаб, и при малейшем его натяжении он может оборваться, что будет приводить к появлению секущихся кончиков и неспособность к дальнейшему его росту. Не делайте резких движений и в момент нанесения домашних масок на волосы не торопитесь. Лучше всего уделить этому достаточное количество времени, чтобы не повредить свои волосы. Лучше всего эту процедуру делать во второй половине дня, примерно за час или два до сна. Если вы используете укладочные средства, то этот способ хорошо воздействует на утреннюю процедуру утренней укладки волос. Утром вы можете воспользоваться различными укладочными средствами. Не забывайте, что делая эту процедуру всего лишь один раз в неделю, ваши волосы будут выглядеть здоровыми. Не просто выглядеть, а быть на самом деле очень здоровыми, крепкими и сильными. Этот способ поможет вам. В момент нанесения домашних масок для волос не используйте расческу. Просто пальчиками, руками, мягкими движениями вотрите состав этой маски в структуру волос. Затем накройте голову полиэтиленовой шапочкой, утеплите махровым полотенцем и держите 40 минут. Затем промойте волосы обычным шампунем, которым вы пользуетесь регулярно. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами и подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения себя в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.